Друзья, в этом выпуске мы продолжаем копаться в истории зарубежного образования. И сегодня мы заглянем в прошлое самой известной школы мира. Разбираем Королевский колледж Богоматери Итонской рядом с Виндзором, он же Итонский колледж. Это частная средняя школа, расположенная в Итоне, Беркшир. Она считается самой известной и престижной школой в Великобритании и целом мире. За 570 лет истории школа сформировала и обучила большое количество художников, писателей, политиков и членов королевской семьи. Среди наиболее выдающихся учеников выделяются герцог Веллингтон, государственные деятели Уильям Питт, Роберт Уолпол и Артур Пенсонби, писатели Гораций Уолпол, Джордж Оруэлл и Иоанн Флеминг, поэт-романтик Перси Bysshe Шелли, поэт и драматург Хиткот Уильямс и Джон Гэрдон, лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года. Впервые в истории Итон также обучал членов английского королевского дома по прямой линии преемственности, принца Уильяма и его брата принца Гарри. В отличие от традиции королевской семьи, согласно которой потомки мужчины получают образование либо в военно-морском колледже, либо в колледже Гордонстоуна в Шотландии. Выпускников же колледжа называют итонцы. Итонский колледж исключительно мужская школа. Он был образован по приказу Генриха VI в 1440 году и носил название King's College of Our Lady of Eton beside Windsor. Институт возник как школа милосердия, Charity School, чтобы дать бесплатное образование детям. Генрих несколько раз посещал колледж Винчестера, копировал устав и затем нанял ректора и некоторых профессоров, чтобы открыть новую школу-интернат. Государь лично интересовался проектом строительства школы, и из-за этого частыми были изменения в планах строительства здания. Особое внимание было уделено строительству часовни, посвященной Успенской Богоматери, обогащенной произведениями искусства и мощами святых. Среди реликвий были остатки того, что считалось крестом Христовым и терновым венцом. Генриху VI также удалось получить от папы уникальную привилегию в Англии. Итонская часовня стала местом паломничества. Генрих обеспечивал колледж всем необходимым, включая в себя наследие земли. Однако, когда Генрих VI был свергнут Эдуардом IV в 1461 году, новый король отменил все дарования школы и конфисковал большую их часть, предоставив их часовне Святого Георгия в Виндзорском замке на другом берегу Темзы. Согласно легенде, Джейн Шор, любовница короля, вмешалась и сумела спасти школу, хотя наследие и персонал были значительно сокращены. С тех пор школа потеряла свой благотворительный характер. Изначально программа обучения базировалась на таких предметах, как молитва, латынь и праведность. После 1530 года также появились в программе греческий язык, однако его могли изучать только наиболее успешные студенты. Распорядок дня студентов в те времена был весьма суровым. Молодые люди вставали в 5 часов утра, молились, а в 6 уже были на уроках. Спать они ложились в 8 вечера и кормили их всего 2 раза в день. С поездками домой к родителями тоже было туго. Это можно было сделать только летом на 3 недели. Даже во время рождественских каникул ребята оставались в школе. Начиная со второй половины 19 века программа обучения изменилась и расширилась. Например, в настоящее время более 100 студентов изучают китайский язык, который является предметом по выбору. В 1970-х годах в школе был только один электронный калькулятор в одной комнате в здании, посвященном науке. Сегодня все студенты имеют свой ноутбук, а все классы и общежития подключены к интернету. Школа обучает мальчиков-студентов в возрасте от 13 до 18 лет. Изучаемые предметы разнообразны и варьируются от гуманистического до научного и классического характера: математика, биология, химия, физика, информатика, латынь, греческий язык, история, география, история искусства, экономика, современные иностранные языки. Большое внимание уделяется также внеклассным мероприятиям, таким как театр, музыка и спорт. На сегодняшний день в Итоне ежегодно обучается 1300 студентов, некоторые из которых ничего не платят за свое обучение, поскольку являются обладателями королевской стипендии. Итон – полноценная школа-интернат. В том смысле, что студенты в возрасте от 13 до 18 лет проживают там полный день, также и ночь. Подобных школ в Англии, в которых живут только мальчики, в Великобритании осталось только 4. Другие – это Харроу, Редли и Винчестер. И на данный момент никто не знает, как долго эта традиция будет продолжаться. Цель института состоит в том, чтобы обеспечить образование на широком масштабе, чтобы позволить всем ребятам раскрыть свои сильные стороны и максимально использовать их таланты внутри Итона и далее.
Отсюда вышли не только члены королевской семьи. Здесь также учились несколько талантов предпринимательства и политики, целых 19 премьер-министров и также актеры. Среди выпускников Итона бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и нынешний Борис Джонсон, создатель агента 007 Ян Пламинг, автор романа 1984 Джордж Оруэлл, а также бывший доктор Хаус Хью Лори и его коллеги Том Хиддлстон и Дамиан Льюис. Ну и, конечно, не надо забывать про тот факт, что выпускники данной школы – бывшие итонцы. Также успешно поступают в Оксфорд и Кембридж. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. Это помогает в развитии нашему каналу. Ну и, конечно, подписывайтесь, если еще не сделали этого. Ведь впереди вас ждет много всего интересного из мира зарубежного образования. Ну а в следующем выпуске мы вам расскажем про секретные клубы, образованные в лучших вузах Великобритании.